Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую ажурную кофточку для девочки. Вот так она смотрится. С такой цветной отделкой из тюльпанов. Кофточка застегивается на пуговицах. Вот так. Данная кофточка подойдет на возраст ребенка 5-6 месяцев. Сейчас я вам покажу, какие замеры ее. Вот 23 сантиметра по объему. Длина вот от плеча 24 сантиметра. По пройме 11 вот с половиной. Длина рукава 14 сантиметров. И вот внизу рукава до 7 сантиметров. Вот такую кофточку сегодня мы с вами будем вязать. Для сегодняшней работы я буду использовать 4 цвета. Это стопроцентный хлопок в 50 граммах 180 метров. И крючок буду использовать номер 2,5. Набираем цепочку из воздушных петель. Я буду набирать 127 воздушных петель. Это приравнивается на 46 сантиметров. Набрали цепочку. Теперь будем вязать первый ряд. Для первого ряда мы набираем еще одну воздушную петлю и во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбики без накида. И так до конца ряда вяжем столбики без накида. Вяжем второй ряд, 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем второй ряд столбиками без накида. Провязали второй ряд, теперь вяжем третий ряд. Воздушная петля, разворачиваем вязание и в каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбики без накида. Так вяжем до конца ряда. Теперь переходим на 4-й ряд, и здесь мы будем менять пряжу на зеленый цвет. Молочную пряжу мы не отрезаем, а будем приподнимать вот таким образом вверх. 1 воздушная петля, вторая и третья. Вязание разворачиваем. Один столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем второй столбик с накидом. Теперь пропускаем один столбик, второй столбик и в третий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем столбик с накидом. Снова повторяем столбик 1, 2
и в третий. Провязали столбик с накидом, воздушная петля и второй столбик с накидом. И вот так довязываем до конца ряда. Вот зеленую пряжу мы отрезали. Теперь переходим на розовую пряжу. Присоединяем. Одна воздушная петля, вторая, третья для подъема и для узора одна воздушная петля. Теперь под воздушную петлю, вот между двумя столбиками с накидом, будем провязывать один столбик с накидом, не до конца довязываем, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом и четвертый столбик. Теперь все эти столбики, все эти петельки провязываем вместе одновременно. 1, 2 воздушные петли. Под следующую вот воздушную петлю между двумя столбиками с накидом провязываем 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый, и провязываем их одновременно. Теперь 2 воздушные петли, 1, 2. И так продолжаем далее. 2, 3, 4 и 2 воздушные петли. И вяжем так до конца ряда. И в конце ряда провязываем 1 воздушная петля, теперь провязываем вот столбик с накидом и поднимаем наш основной цвет, пряжу основного цвета. Вот так. И теперь розовую пряжу можно отрезать. И вот так выглядит наш ряд с тюльпанчиками. Вот. И теперь переходим на основной цвет. Приподнимаем пряжу основного цвета, сделали еще одну воздушную петлю для подъема. И теперь сюда же провязываем столбик без накида под воздушную петлю. Тоже провязываем столбик без накида. Далее вот там, где мы вязали тюльпанчик, вершину, столбик без накида и под воздушные петли 2 столбика без накида. Теперь снова в тюльпанчик, вот вершину, столбик без накида и под воздушные петли тоже 2 столбика. И так довязываем до конца. И в конце ряда под воздушную петлю провязываем столбик без накида и в кромочную воздушную петлю провязываем столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание и провязывая ряд столбиками без накида. Так вяжем до конца ряда. Вот мы провязали
2 ряда столбиками без накида. Теперь снова будем переходить на зеленый цвет. Закрепляем ниточку, а основной цвет отрезать не будем. Будем поднимать вверх. 1 воздушная петля, 2 и 3. Вязание разворачиваем. Теперь 1 столбик пропускаем. В следующий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же повторяем столбик с накидом. Далее 1-2 столбика пропускаем, в третий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же столбик с накидом. 1, 2, 3, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. И в конце ряда зеленую нить отрезали. Теперь присоединяем желтую пряжу. 1, 2, 3 воздушные петли для подъема, 1 воздушная петля для узора. И теперь снова вяжем тюльпанчики, только желтым цветом. 2, 3, 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли. 1, 2, 3, 4 столбика с накидом и 2 воздушные петли. И так довязываем до конца ряда. И в конце ряда провязали вот 1 воздушную петлю. И будем провязывать столбик с накидами и приподнимать нить основного цвета. Вот так. И желтую пряжу можно отрезать. Вот что у нас получилось. Вот такие 2 очень красивых ряда с тюльпанами. 1 розовый, 1 желтый. И теперь переходим на пряжу основного цвета. Воздушная петля, разворачиваем вязание, столбик без накида, под воздушную петлю 1 столбик без накида, вершину тюльпанчика тоже 1 столбик без накида, под воздушные петли провязываем 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. Под воздушные петли 2 столбика без накида. Вяжем так до конца. 1 ряд провязали столбиками без накида, воздушная петля, разворачиваем вязание и еще 1 ряд провязываем столбиками без накида. Так, довязываем до конца. И вот кайму из тюльпанов мы связали. Теперь будем переходить на основной узор. Его будем вязать вот таким образом: 1, 2, 3 воздушные петли для подъема, развернули вязание, 1 вот столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом, так как мы вот вязали с вами зеленые ряды.
2 столбика пропускаем, в третий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем столбик с накидом. Снова 2 пропустили, в третий столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так довязываем до конца ряда. И когда довязали до конца ряда, остается у нас один столбик, и вот мы его пропускаем, в следующий провязываем столбик с накидом. 3 воздушных петли, разворачиваем вязание, и теперь вот под воздушную петлю провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И вот так чередуем до конца ряда. Под воздушную петлю мы провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. И еще раз показываю. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И вот такой у нас основной узор. Вяжем так до конца ряда. Основным узором я уже провязала до проймы. У меня получилось, вот считаем, сколько рядов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. Далее я буду вязать, формировать пройму для данной кофточки. Для этого я разделила свое вязание вот на 3 части. Первая вот и вторая часть — это вперед, и вот там, где маркеры, это вот спинка. Наперед у меня ушло по основному узору, так, чтобы вам было видно. Вот сколько ячеек: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Столько же 10 ушло и на вторую сторону, это то, что вперед, и это вот между маркерами спинка. Вот так. Теперь будем вязать каждую часть отдельно. И по пройме, до проймы, вот по сантиметрам, у меня получается 13 сантиметров я всего провязала. Вот я уже начала вязать первый ряд на первой передней полочке. Вот я провязала все по узору и дошла вот до последней ячейки. Здесь я буду провязывать таким образом. Провязываю столбик с накидом под воздушную петлю, воздушная петля, и следующий столбик с накидом я провязываю вот именно в столбик предыдущего ряда. Вот так. Теперь 3 воздушные петли для подъема, развернула вязание, и еще 1 воздушная петля по узору. Далее под воздушную петлю провязываю столбик с накидом, вот так, и далее буду вязать уже все по узору, так как мы с вами и вязали. Вот таким образом. Я сразу вязала 2 половинки, вот одну и вторую. Всего провязала вот до горловины рядов. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. По сантиметрам это вот 8 сантиметров.
И теперь будем делать убавление для горловины. На одной полочке я вот уже провязала элементы. И вот последний элемент, я его не довязываю, так как мы будем его убавлять. Показываю как. Провязываем столбик вот с накидом не до конца. Теперь сделали 2 накида, и там, где воздушные петли для подъема, провязываем 2 накида, и теперь все петельки провязали одновременно. Вот мы с вами убавили первый элемент. Перехожу на вторую полочку. Я так вяжу, потому что мне так удобнее. Так получается, горловину можно провязать везде одинаково. С этой стороны на второй полочке 1, 2, 3, 4 воздушные петли для подъема. Теперь под воздушную петлю я провязываю столбик с накидом и вот завершаю 2 петельки. Вот так довязала. И начинаю вязать далее узор. Далее все вяжем по узору. Теперь второй ряд убавлений. Вот я уже провязала до убавления. Будем убавлять этот элемент. Провязываем столбик в столбик предыдущего ряда. Делаем 2 накида. И провязываем их одновременно. Вот мы провязали второе убавление. Теперь переходим на вторую полочку с другой стороны. Здесь набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Теперь столбик с накидом провязываем под воздушную петлю. И далее продолжаем вязать все по узору. Вот так. Теперь вот третье убавление. Будем убавлять этот вот третий элемент уже. Провязываем столбик с накидом. Сделали 2 накида. И вот так мы убавили. Переходим на вторую полочку. Здесь 4 воздушные петли для подъема. Столбик с накидом под воздушную петлю. Провязали их вместе. И далее вяжем все по узору. Вяжем по узору. Я провязала в конце еще один ряд. И здесь у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 элементов на плечику. Вот я его довязала. Как вы видите, горловина получилась симметричная, так как мы все вязали одновременно. И глубина проймы у нас получается вот 11,5 сантиметров. И теперь будем провязывать спинку тоже вот от маркера до маркера, так как мы вязали вперед. Теперь вяжем спинку. И вот я провязала уже спинку. Как вы видите, в последнем ряду я сделала убавление. Это мы сделали росток. И теперь вот оставила ниточку, слаживаю изнаночной стороной 2 половинки.
вперед и спинку. И будем связывать, соединять эти две детали. Захватываем столбик с одной стороны и столбик с другой стороны и провязываем столбиками без накида. И вот так довязываем до конца. Соединяем, провязываем столбики. И вот такой шов у нас получится. И теперь будем провязывать планочку. Я с изнаночной стороны прикрепляем рабочую нить и будем провязывать столбики без накида. И вот так провязываем. Столбиками без накида до горловины. И вот довязали до самой горловины. Вот воздушная петля, и поворотными рядами вяжем опять столбиками без накидов вниз. Так вяжем вот второй ряд. Довязали до низа, сделали воздушную петлю, развернули вязание и провязываем еще один ряд столбиками без накида. Провязали 3 ряда, обрезали нить. И теперь переходим на вторую планку. Вторую планку начинаем вязать сверху с изнаночной стороны. Вот изнаночная сторона. Прикрепили рабочую нить и провязываем столбики без накида. Точно так же, как мы вязали на этой планке, провязываем вот до конца. Теперь вот со второй стороны, где будут располагаться петли, у меня провязано 3 ряда, 1, 2, 3. И вот в четвертом ряду я уже буду формировать петли. Как вы видите, вот у меня маркеры. Это я отметила, где будут находиться петли. Между маркерами вот я разделяла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель и 8 ставила маркер. Вот на таком расстоянии у меня будут петли. Всего я их отметила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Вот когда я довязала до маркера, теперь цепочку провязываю из воздушных петель 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и столбик без накида. И вот такая петелька у меня получается. Для моих пуговиц такой петельки будет достаточно. Вот
она сюда хорошо застегается. Далее снова провязываю столбики без накида. И снова буду провязывать такую же петельку. И так вяжем вот до верхнего маркера. После того, вот как провязали все петли на планке, будем провязывать по горловине столбиками без накида и провяжем 4-й ряд с той стороны, где будем пришивать пуговицы. На развороте вот здесь мы уже провязали один столбик без накида. Сюда провязываем еще один столбик. И еще, чтобы сформировать красивый поворот. И далее вяжем столбиками без накида. И вот так продолжаем вязать, снова показывая по горловине и 4-й ряд, там где пуговицы. И вот мы связали вот такую планочку для нашей кофты. Вот такая застежка будет. И далее продолжим вязать уже рукава. Теперь будем вязать рукава. Сейчас по кругу будем распределять наш основной узор. И вот таким образом я распределяю данный узор. И вот так набираю все нужные столбики. Всего таких столбиков у нас должно получиться, то есть вот этих вот элементов, вот таких по кругу, распределяйте так, чтобы их получилось у нас 25 штук. И вот сейчас посчитаем все элементы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Это у нас первый ряд. И теперь этот ряд мы замыкаем в кольцо с соединительным столбиком. Вот так. И переходим на второй ряд. Набираем 3 воздушные петли для подъема, 1 для узора, и вяжем по кругу наш узор, а в конце будем делать убавления. И такие убавления мы будем делать через один ряд. И вот так вяжем по кругу. И вот в конце второго ряда я показываю, как мы будем провязывать убавление. Провязали вот по узору. Теперь провязали столбик с накидом не до конца, и в следующую вот ячейку провязываем тоже столбик с накидом. И теперь эти 2 столбика провязываем вместе и соединяем ряд. Это мы провязали второй ряд, в котором сделали убавление. Вяжем третий ряд. В третьем ряду у нас не будет убавлений, и поэтому мы провязываем
все элементы нашего узора. Вяжем так по кругу. И вот заканчиваем третий ряд. В третьем ряду мы все элементы довязываем так, как они были. Вот у нас таких вот ячеек получилось 24. Теперь вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду у нас уже будут в конце ряда убавления. Вот продолжаем так вязать. И вот в конце четвертого ряда провязываем убавление, так как это мы делали во втором ряду. И 2 столбика провязали вместе. И теперь соединили ряд. В этом ряду у нас получилось 23 ячейки. И переходим на пятый ряд. В пятом ряду убавлений не будет. Провязываем 23 ячейки. Все провязываем по узору. И теперь вяжем шестой ряд. Вначале мы вяжем все по узору. Вот, а в конце будет убавление. И вот в конце шестого ряда провязываем убавление. И всего у нас получилось, мы в этом ряду провязали 22 ячейки. Вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду мы все элементы провязываем по узору. У нас получится, нам нужно провязать 22 элемента. И вот мы провязали седьмой ряд без убавлений. Теперь вяжем восьмой ряд. Восьмой ряд. В восьмом ряду у нас будет в конце ряда убавление. Вот все вяжем по узору, в конце будет убавление. И вот в конце восьмого ряда убавление. В восьмом ряду у нас получилось 21 элемент. Переходим на девятый ряд. И в девятом ряду нам нужно провязать 21 элемент. Вот провязываем этот ряд самостоятельно. И теперь вот перешли на десятый ряд. В десятом ряду снова убавление. Минус 1 ячейка. Это получается, нам нужно провязать 20 ячеек. Вот. И вот конец десятого ряда. Провязываем столбик не до конца, второй столбик и вот убавление. Всего у нас получилось 20 ячеек в десятом ряду. Вяжем 11 ряд. В 11 ряду нам нужно провязать 20 ячеек без изменения. Двенадцатый ряд. В 12 ряду снова нам нужно провязать убавление. Вяжем элементы по узору и в конце сделаем убавление. И в конце ряда делаем убавление.
Итак, у нас в 12 ряду мы провязали 19 ячеек. Теперь вяжем 13 ряд. В 13 ряду провязываем 19 ячеек без изменения. Все вяжем по кругу. Теперь вяжем 14 ряд. В 14 ряду снова у нас будут убавления. Сразу вяжем все по узору. В конце ряда будем убавлять. И в конце ряда убавление. Всего в 14 ряду мы провязали 18 ячеек. Теперь вяжем 15 ряд. В 15 ряду мы провязываем без изменения 18 ячеек. Вяжем их по кругу. Вяжем 16 ряд. В 16 ряду опять у нас будут убавления. И в конце 16 ряда убавление. Всего в 16 ряду мы провязали 17 ячеек. Теперь вяжем 17 ряд. И в 17 ряду мы провязываем 17 ячеек. Вяжем так по кругу. Теперь вяжем 18 ряд. В 18 ряду опять у нас будут убавления. Сейчас вяжем все по узору. Вот, а в конце сделаем убавление. И в конце вот убавление. Всего мы провязали 16 элементов в 18 ряду. Теперь вяжем 19 ряд. 19 ряд провязываем без изменения. Вяжем 16 элементов. Вяжем так по кругу. И теперь вот вяжем 20 ряд. В 20 ряду мы, это уже завершающий ряд, провязываем столбики без накида. Так вяжем по кругу. И вот мы провязали один рукав. Длина этого рукава вот от начала и до конца получается 14,5 сантиметров. Ширина внизу рукава получается вот 7 сантиметров. И второй рукав провязываете вот точно так же, как мы с вами вязали на видео. И вот такая кофточка у нас с вами получилась. Вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!